Ты идешь по улице, замечаешь странную мелочь, потом еще одну. И вдруг ощущение, будто все вокруг выстроено в один ритм, как будто кто-то незаметно синхронизировал весь мир под твое внимание, как будто кто-то нажал «обновить», и мир моргнул. Мы привыкли списывать это на случайность. Но что, если это не сбой мозга, а сбой кода? Что, если реальность ведет себя как игровой движок, в котором что-то ломается, а мы продолжаем делать вид, что все в порядке? На уровне квантовой физики давно замечены аномалии. Время скачет, как будто потеряны кадры, пространство подстраивается под наблюдателя, одна и та же частица находится в двух местах одновременно, даже фундаментальные параметры, как скорость света или постоянная планка, в отдельных моделях допускают микроколебания, будто система пересчитывает себя заново. Ученые называют это аномальными колебаниями в рамках допустимого. Но таких допустимых колебаний становится все больше. И чем дальше мы заглядываем в структуру реальности, тем больше она напоминает цифровую модель с динамическими подгрузками. И это официальная гипотеза – вычислительная вселенная. Мир, в котором все, что ты видишь, это не вещь, а вывод визуального отклика из потока данных. Иными словами, все, что мы воспринимаем как материю, время и пространство, может быть результатом вычислений на каком-то фундаментальном уровне реальности. Если бы ты мог заглянуть в самый фундамент бытия, ты не нашел бы там материи. Ты бы увидел структуру, алгоритм, логику. То, что физики все чаще называют информацией. Джон Уиллер, один из отцов квантовой теории, сказал: «Все избито. It from bit». Не атом, не энергия, а бинарный выбор – да или нет. Крейг Хоган, физик из Fermilab, заметил, что при измерении гравитационных волн возникает шум, как будто реальность пикселизирована. Мы видим признаки того, что пространство – это не непрерывная ткань, а зернистая структура, как в цифровом изображении. Макс Тегмарк, профессор MIT. Все сущее можно описать математическими структурами. Это не описание, это и есть то, чем реальность является. Он всерьез рассматривает гипотезу, что мы живем в математическом симуляторе, где даже эмоции – это обработка информации. Стивен Вольфрам, создатель Wolfram Alpha, доказал, что простые клеточные автоматы могут порождать мир с законами физики. Наше пространство-время может быть не гладким, а результатом вычислений. То, что мы называем физикой, это правило обновления данных. Ник Бостром, философ из Оксфорда. Если мы не находимся в симуляции, то это уникально редкий случай. Скорее всего, мы уже внутри. Том Кэмпбелл, бывший физик НАСА. Сознание – это не продукт мозга, это первичное поле, а Вселенная – это интерфейс. Все, что мы видим, просто отображение текущего состояния данных. Теперь представь, все, что ты трогаешь, слышишь, ощущаешь – это не объект, а вывод графики по запросу наблюдателя, как в компьютерной игре, где мир отрисовывается только там, куда направлена камера. Так и здесь. Ты смотришь, и реальность возникает. Ты перестаешь, и она схлопывается до вероятности. Именно это происходит на уровне квантов. Пока никто не смотрит, существует суперпозиция. Как только ты наблюдаешь, происходит редукция волновой функции. Проще говоря, мир фиксируется под твой взгляд. Так чье это кино? Если это правда, если мы действительно живем внутри симуляции или в информационно зависимой вселенной, то почему об этом почти не говорят ни в школах, ни в новостях, ни в научно-популярной культуре? Не потому что есть злой умысел, а потому что такие идеи рушат саму опору привычной картины мира. Они неуправляемы, не укладываются в экономику, систему или политику. Их сложно встроить в линейное мышление, где все должно быть предсказуемо, измеримо, однозначно. Ведь если ты не просто гражданин,
тело или единица статистики, а наблюдатель, через которого сама реальность разворачивается, тебя уже нельзя контролировать страхом. Вся современная система опирается на догму объективности. Время строго линейно, пространство стабильно и измеримо. Причина всегда предшествует следствию. Реальность существует независимо от тебя. Но квантовая физика уже поколебала эти основы. И хотя это признается в научных кругах, в массовое сознание такие идеи почти не пускаются. Вот лишь несколько примеров тихих зон, эксперименты с отложенным выбором, где результат измерения влияет не только на будущее, но и как будто ретроактивно меняет прошлое, почти не обсуждаются вне узкой научной среды. Работы Джона Уиллера, предложившего идею, что Вселенная разворачивается в ответ на акт наблюдения, до сих пор считаются философскими и не входят в официальные образовательные программы. Осознанные сновидения и исследования сна, где мозг переживает альтернативные реальности с той же нейроактивностью, что и обычная жизнь, часто сводятся к побочному продукту нейронной активности, не исследуя вопрос, что такое реальность вообще. Нейроинтерфейсы, DARPA, Neuralink размывают границы между восприятием и машинной симуляцией, но их философские последствия редко обсуждаются всерьез. Проекты вроде Blue Brain, Human Brain Project или Simulation Theory Conferences существуют, получают финансирование, но редко звучат в публичной повестке и почти не доходят до массового понимания. Потому что если ты по-настоящему поймешь, что реальность не фиксирована, а откликается на твое состояние, ты начнешь влиять на нее изнутри. Ты перестанешь быть объектом и начнешь действовать как наблюдатель. Ты перестанешь просто принимать реальность и начнешь видеть, как она формируется. Ты начнешь перепрошивать код не снаружи, а из самой точки внимания, из которой этот мир вообще и разворачивается. Есть один сбой, который не может починить ни одна система. Это пробужденное сознание, способное увидеть саму симуляцию. Ты не просто часть кода, ты тот, через кого код активируется. Когда ты наблюдаешь, мир меняется. Когда ты выбираешь вопрос, реальность разворачивается в ответ. Именно об этом говорил Джон Уиллер, выдающийся квантовый физик и наставник Ричарда Фейнмана. Он не был эзотериком, он был ученым, который смотрел в самую суть. Он утверждал, Вселенная — это не объект, а процесс, зависящий от вопроса. Она существует не до наблюдателя, а в ответ на него. Он назвал это «Вселенная-участник». И суть в том, что вопрос, который ты задаешь, буквально создает контекст того, что развернется дальше. Что это значит на практике? Если ты живешь в состоянии «почему у меня не получается», реальность подгрузит тебе ответ на это состояние. Еще одну неудачу, еще одну блокировку. Если ты спрашиваешь «а что, если все возможно?», отклик начнет проявляться на этой частоте. Мир, как экран, который зависит от твоего курсора. Ты двигаешь вниманием, и он дорисовывается. Примеры, которые ты уже переживал. Сначала ты думаешь о человеке, и он звонит. Сомневаешься, и все зависает. Внезапно уверенность, и вещи проходят сами собой. Это не магия. Это петля наблюдателя. Ты задал импульс. Вселенная откликнулась. Сегодня уже почти ничего не нужно скрывать. Информация открыта, исследования публикуются, гипотезы звучат в публичном поле. Но парадокс в том, что истина не исчезает, она растворяется в избытке интерпретаций. Чем больше у человека вариантов объяснения, тем труднее отличить суть от шума. В такой среде многие держатся за официальное не потому, что оно ближе к правде, а потому что оно дает ощущение структуры в хаосе. Информационный хаос работает как помеха.
В некоторых системах управления сознанием, как, например, в технологии Рона Хаббарда, этот эффект даже использовался намеренно. Сначала человеку давали перегрузку смыслов, лишали возможности отличить главное от второстепенного, а потом предлагали спасительную структуру. Именно так работает перегрузка. В момент избытка входящей информации психика начинает искать не правду, а избавление от беспомощности. Сперва перегруз, потом управляемый выход. Так и здесь. Человеку больше не нужно ничего скрывать, достаточно просто дать слишком много. И в этой перегрузке человек перестает искать, потому что не знает, где искать. А ведь все начинается не с ответа, а с вопроса. Большинство людей думают, что формируют свою реальность поступками или решениями. Но гораздо чаще реальность формируется вопросом, который мы даже не осознаем. Этот вопрос не обязательно произнесенный или даже сформулированный. Он звучит внутри как фон, в форме беспокойства, ожидания, внутреннего напряжения или невыраженной тревоги. И именно на этот вопрос, чаще всего неосознанный, мир вокруг нас дает развернутый ответ. В событиях, людях, совпадениях, задержках, прорывах и блоках. Мы можем думать, что ничего не спрашиваем, что просто живем. Но если внимательно всмотреться в то, как разворачивается наша реальность, всегда можно уловить. За ней стоит какой-то активный внутренний запрос. И в этом один из главных, но часто игнорируемых механизмов. Реальность не просто существует, она резонирует с тем, откуда мы на нее смотрим. Не с мыслями, не с желаниями, не с планами, а с глубинным вектором внимания. Ты можешь внешне хотеть одного, но если внутри звучит постоянный вопрос «почему у меня опять не получится?», система будет подгружать тебе вариации ответа именно на этот вопрос. Потому что внимание — это не просто фокус, это точка инициализации реальности. Это триггер для проявления той версии мира, которая соответствует твоему состоянию. Когда человек говорит «я не знаю, почему все идет так», чаще всего он просто не замечает, из какого вопроса он живет. Но если остановиться и задать себе этот вопрос напрямую, не формально, а честно, на каком глубинном вопросе сейчас держится моя реальность, можно почувствовать сдвиг, потому что внимание становится зеркалом, а не воронкой. И тогда появляется шанс сменить не обстоятельства, а сам запрос. Заменить фоновый «почему все так сложно?» на «а что откроется, если я позволю неизвестному проявиться?» И этим сдвинуть не мысли, а направление разворачивания реальности. Этот сдвиг не требует визуализации, усилия или магии. Он начинается с простого действия – перестать искать ответ и начать видеть, как реальность откликается. Не на внешний жест, а на внутренний выбор вопроса. И в этом выборе ключ. Потому что реальность не просто есть, она разворачивается изнутри тебя. И когда ты это осознаешь, ты перестаешь быть объектом в симуляции. Ты становишься ее точкой наблюдения. Точкой, из которой возникает сцена, кадры, переходы. И чем яснее ты видишь, какой вопрос тебя формирует, тем ближе ты подходишь к точке, где можно не просто смотреть, а по-настоящему видеть.